Привет, я Натали, и в этом видео я расскажу тебе, как исправить твою стрёмную татуировку. Делай блэкворк, сукин сын. Но если это не твой вариант, то есть другой способ. Во-первых, нужно оценить масштаб бедствия. Для этого нужно выбрать мастера, об этом я уже рассказывала в одном из предыдущих видео. Ну, как дополнение, скажу только то, что в портфолио у мастера, которого вы выберете, обязательно должны быть перекрытия. Потому что если вы не убедитесь в том, что мастер способен перекрыть вашу татуировку или исправить, то как же вы к нему пойдете? Сразу скажу вам, что после того, как вы выберете мастера, вам придется ему довериться. Потому как нашей целью является сделать хорошую работу и себе в портфолио в том числе. Никто не хочет делать плохую работу, а вам нужно обязательно довериться ему, ведь без этого вы не сможете достичь хорошего результата. И нужно сразу подготовиться к тому, что белые лилии вряд ли расцветут на черной руке. Так вот, вы выбрали мастера и готовы ему довериться. Далее, как я уже сказала, нужно оценить масштаб бедствия. Для этого необходимо прийти на консультацию, чтобы татуировщик посмотрел внимательно, сколько пигмента лежит у вас под кожей, есть ли шрамы и есть ли какие-то дополнительные нюансы. Рассмотрим поподробнее вариант про перекрытие. Сразу готовьтесь к тому, что перекрытие всегда больше исходной татуировки. Почему? Все просто. Нам нужна чистая кожа для того, чтобы сохранить контраст. Ведь если мы будем делать только перекрытие и работать только в части, где татуировка уже имеется, она, скорее всего, будет очень темной. Поэтому мы обычно увеличиваем размер татуировки для того, чтобы добавить яркости. Далее, конечно же, у вас должно быть какое-то представление о том, что вы хотите видеть. Но татуировщик обязательно предложит вам какие-то свои варианты. Сейчас расскажу, что хорошо подходит для перекрытий. Во-первых, листья или цветы. Растительные мотивы. С ними очень просто работать в плане формы. Мы можем изогнуть лепестки и листья таким образом, чтобы темные участки оказались на темных участках вашей татуировки, а светлые на более светлых, либо чистой коже. И таким образом добиться максимального контраста. Также очень хорошо подойдут для перекрытия и какие-то анималистичные сюжеты. Почему? Да потому что у животных есть текстура, и находится она в шерсти. Шерсть замечательно перекрывает, особенно рубцы и шрамы, которые имеют объем. Она отвлекает на себя внимание, тем самым вам не придется делать очень темную татуировку. Также неплохо подходят какие-то природные мотивы. Допустим, пейзажи очень неплохо будут камуфлировать старую татуировку. Еще один отличный пример того, что хорошо подойдет под перекрытие, это космос и планеты. Так как мы, в принципе, вольны довольно свободно располагать элементы, которые располагаются в космосе, это замечательно поможет нам закрыть старые темные пятна от предыдущей татуировки. Очень часто бытует мнение, что черную или синюю или красную краску можно закрасить белым или телесным. К сожалению, этого сделать не получится, а потому вы должны приготовиться к тому, что татуировка явно не будет очень светлой и будет немножечко темнее, чем татуировка на чистой коже. Но если вы доверитесь мастеру и хорошо подберете эскиз, этого будет незаметно для посторонних людей. Тех, кто не видели то, что было на вашей руке или ноге или другой части тела до этого. Теперь немножко коснемся темы исправления старых татуировок или обновления. Исправлением татуировки считается, если вы не меняете сюжет, а просто подкрашиваете и контурите то, что у вас уже есть. Здесь главное выбрать технически подкованного мастера, который сможет исправить старую татуировку, которая у вас уже есть. И хорошо бы, если вы предварительно немного осветлите свою татуировку лазерами. В таком случае у вас получится достичь максимально эффективного результата. Ну и самый лучший способ исправить плохую татуировку – это просто ее не делать. Вот это поворот! Будьте ответственнее, хорошо подбирайте сюжет для вашей татуировки, выбирайте мастера, ответственнее относитесь к своей коже. Вы не сможете переделать многие татуировки, либо результат будет далек от того, что вы бы хотели на себе видеть. Поэтому еще раз, очень внимательно готовимся к сеансу и выбираем мастера. Пишите комментарии о том, какие татуировки у вас есть и от каких бы вы хотели избавиться. Возможно, я смогу вам помочь. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Но у меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Пока.